Всем привет! Сегодня приготовим рыбу. Это простой рецепт, который точно вам понравится. Рыба получается сочной и вкусной. Она прекрасно подходит как на каждый день, так и на праздничный стол. Филе хека раскладываем на доске. Я предварительно уже очистила небольшие тушки хека и разделила их на филе. Если рыба длинная, то филе можно разрезать поперек на две части. Все накрываем пищевой пленкой и немного отбиваем молотком для мяса. Для этого рецепта я взяла 8 тушек хека. Также можно использовать уже готовое рыбное филе, тогда процесс готовки будет еще быстрее. Хек солим по вкусу. И перчим черным молотым перцем. Таким методом подготавливаем все филе из хека. 150 грамм сыра трем на крупной терке. Нарезаем пучок укропа. Нарезанный укроп добавляем к сыру и все перемешиваем. Приготовленный сыр с укропом аккуратно выкладываем на филе. Каждый кусочек рыбы скручиваем в рулет. Начинаем скручивать рулет с более широкой стороны. Готовые рулетики обваливаем в муке со всех сторон. В мисочку разбиваем 3 яйца. Все немного солим. И взбиваем вилкой. Рулетики обмакиваем со всех сторон в яичной панировке и выкладываем на горячую сковороду. Рулетики обязательно кладем хвостиком вниз, чтобы они не раскручивались. Для того, чтобы не вытекал сыр, рулеты нужно очень хорошо запанировать. Обжариваем рулеты с одной стороны, а затем переворачиваем на другую сторону. Если масла в сковороде немного, то рулетики также можно обжаривать и по бокам. Готовую рыбу снимаем на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. Рыбные рулеты выкладываем на блюдо и подаем на стол. Рулеты из хека с сыром получились очень вкусными и сочными. Готовится совсем несложно. Такие рулетики можно приготовить из любой рыбы, в которой немного костей. Это блюдо прекрасно подходит как на каждый день, так и на праздничный стол. Также у меня на канале есть и другие рецепты с рыбой. Некоторые из них я покажу в этом видео. Вторыми приготовим рыбные гнездышки. Блюдо простое и готовится из доступных продуктов. Оно отлично подходит как на каждый день, так и на праздничный стол. Один французский багет нарезаем кусочками толщиной примерно 3 см. Кусочки багета кладем в миску. Все заливаем молоком. Всего понадобится примерно пол-литра молока. Аккуратно перемешиваем, чтобы верхние кусочки также пропитались молоком. Замачиваем багет в молоке примерно 2 минуты. Подготовленные кусочки вынимаем из молока. Готовим начинку. 2 луковицы нарезаем произвольными кусками. 300 грамм филе хека нарезаем кусочками. В чашу измельчителя кладем кусочки рыбы и подготовленный лук. Все измельчаем. Я измельчала в 2 подхода. Вместо хека можно использовать минтай, треску, судак или тилапию. Также рыбу и лук можно не измельчать, а нарезать маленькими кубиками. Измельченную массу выкладываем в миску. Все солим примерно 1/3 частью столовой ложки соли. И перчим черным молотым перцем. Перемешиваем. Противень смазываем сливочным маслом. На него выкладываем подготовленные кусочки багета. В каждом кусочке делаем углубление, прижимая серединку ложкой. Каждый кусочек багета начиняем приготовленным рыбным фаршем.
Немного утрамбовываем его ложкой. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 30 минут. 100 грамм сыра трем на терке. Вынимаем рыбные гнездышки и посыпаем их сверху тертым сыром. Снова ставим запекаться на 10 минут. Блюдо готово. Подаем его на стол в горячем виде. Рыбные гнездышки получились вкусными и ароматными. Нежная рыбка под сырной корочкой, сытный мягкий мякиш и хрустящая хлебная корочка никого не оставит равнодушным. Блюдо готовится просто и получается всегда. Оно отлично подходит даже на праздничный стол. Третьим приготовим блюдо для всей семьи – рыбу с рисом. Этот рецепт очень простой и быстрый. Рыбка получается сочной, а рис ароматным. Сначала подготовим овощи. Одну большую или две маленькие луковицы нарезаем кубиками. Одну большую морковь трем на мелкой терке. На сковороду кладем нарезанный лук и пассируем его до золотистости. Затем сюда же добавляем тертую морковь и пассируем еще 2-3 минуты. Берем 300 грамм уже хорошо промытого риса и добавляем к нему половину пассерованных овощей. Все перемешиваем. Подготовленный рис кладем в форму для запекания и распределяем по дну. У меня большая овальная форма 38 на 25 см. Если нет такой большой формы для запекания, то рыбу с рисом можно запечь и на противне от духовки. Теперь подготовим рыбу. 2 тушки хека весом примерно 1 кг отделяем от кости и нарезаем порционными кусками. Также можно использовать уже готовое филе рыбы. Хек солим по вкусу и перчим. Подготовленные кусочки рыбы выкладываем сверху на рис. А на хек кладем оставшуюся пассировку из овощей. В 500 мл горячей воды насыпаем примерно пол столовой ложки соли. Сюда же наливаем 100 мл сливок жирностью 10-15% и перемешиваем. Жидкость аккуратно выливаем на рыбу с рисом. В общей сложности жидкости должно быть в 2 раза больше, чем риса. Также можно залить рис просто горячей водой без сливок. Форму накрываем фольгой или крышкой. Ставим в разогретую духовку до 200 градусов. Запекаем примерно 35-40 минут. Хек, запеченный с рисом в духовке, получился очень нежным, вкусным и ароматным. Такое блюдо отлично подходит для обеда или ужина всей семьей. Обязательно его приготовьте, это очень вкусно и просто.